Утепление крыши частного дома. Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Потери тепла через чердачное перекрытие и кровлю отапливаемого здания могут достигать 30%. Поэтому необходимость экономии энергоресурсов вынуждает домовладельцев всерьез задумываться о качественном утеплении. Некоторые хозяева решают этот вопрос путем монтажа тепловой изоляции на плиту перекрытия. Но если делать это изнутри, то эффективность будет крайне низка, так как в результате происходит смещение точки росы и, как следствие, внутри перекрытия может застояться влага. Если утеплитель уложить на плиту сверху, то в случае со скатной кровлей вы просто не сможете использовать чердак под кладовую или для других хозяйственных и бытовых целей. Для того, чтобы чердак остался полноценным дополнительным помещением, придется делать армированную стяжку по утеплителю или стелить прочный листовой материал по лагам, что значительно увеличит затраты и весовую нагрузку на перекрытие. При этом желательно, чтобы материал для утепления крыши был недорогим, эффективным и долговечным. Чтобы сократить расходы, теплоизоляционные работы лучше сделать своими руками. Поэтому, решая, чем утеплить крышу частного дома, также следует учесть уровень сложности технологии монтажа. Виды применяемых утеплителей. Наиболее распространенные материалы, используемые для утепления крыш в частных домах и хозяйственных постройках. Колотый керамзит, пенопласт, пенополистирол, пенополиуретан, минеральные маты, льняные волокна, эко-вата. Керамзит – малоэффективный теплоизолятор с довольно высоким коэффициентом теплопроводности. Чтобы качественно утеплить крышу, вам потребуется насыпать слой колотых гранул в 3-4 раза большей толщины, чем минераловатное или пенопластовое покрытие. В итоге эффективность низкая, а расходы на приобретение материала высокие. Пенопласт и пенополистирол могут быть смонтированы только по отдельной внутренней обрешетке стропильной крыши, что приводит к дополнительным работам и финансовым затратам. Кроме этого, нужно учесть, что пенопласт является горючим материалом, и правило запрещает его применение в качестве утеплителя для жилых зданий. Плиты из экструзионного ППС не распространяют горение, но слишком дороги для использования их на чердаке. Поэтому такие материалы можно применять для утепления лишь в том случае, если у вас нет других альтернатив. Пенополиуретан – прекрасный долговечный утеплитель, но стоит до 1200 рублей метр квадратный. Для его нанесения требуется специальное компрессорное оборудование, а поэтому осуществить монтаж самостоятельно у вас не получится. После выполнения работ стропильную систему скатной кровли нужно будет зашить листовым материалом, что повысит стоимость утепления до запредельной величины. Не намного дешевле обойдется и использование листового ППУ, поставляемого в виде рулонов. Вы сэкономите на монтаже, но пенополиуретан в виде готовых изделий всегда стоит дороже, чем напыляемая смесь. Существует 3 вида минеральной ваты, которая может использоваться в качестве утеплителя. Шлаковата, стекловата, базальтовые волокна. 2 первые материала стоят недорого, но имеют весьма ограниченный срок службы, поскольку за 15-20 лет слеживаются и просто распадаются в труху. Они гигроскопичны и способны накапливать влагу, резко теряя при этом теплоизоляционные свойства. Если бы не более высокая цена, то определяя, чем утеплить крышу в частном доме, можно было бы сказать, что базальтовые маты – идеальная тепловая изоляция. Они не впитывают влагу, не горят и настолько жесткие, что по ним даже можно ходить. Лен – натуральный, экологически чистый долговечный утеплитель, но дорогой настолько, что просто недоступен большинству застройщиков. Эко-вата, в отличие от него, очень дешево, однако уже через 10 лет даст усадку, спрессуется и перестанет сохранять тепло в доме. Вывод. Лучшими и доступными большинству материалами для утепления крыши можно считать маты из базальтового волокна и экструдированный экструзионный пенополистирол. Обычный формовой ППС использовать не рекомендуется. Но если вы найдете качественную бригаду по обустройству крыши, то обязательно попробуйте утеплить ее опилками. Это самый лучший и экологичный, практически вечный утеплитель. Утепление плоской крыши. Конструктивная особенность плоских кровель заключается в наличии прочного железобетонного перекрытия и поверхностного слоя гидравлической изоляции.
Чердак обычно отсутствует, утеплитель кладут на плиту или уже имеющийся гидроизоляционный ковер. После этого настилают геотекстиль и заливают его балластным слоем из мелкой каменной крошки, крупнозернистого песка и битума. Поскольку тепловая изоляция с обеих сторон закрыта от внешнего доступа и несущая способность плиты высока, то для ее устройства можно использовать любой материал, даже горючий пенопласт, шлака и стекловату. Однако лучше остановить свой выбор на более долговечном утеплителе, поскольку замена такого покрытия через 10-15 лет потребует значительных финансовых положений. Лучше всего сразу потратить больше и использовать базальтовые маты или плиты из экструдированного ППС. Такая плоская кровля не потребует ремонта очень продолжительное время. Выбор утеплителя при скатной кровле в значительной мере зависит от использования чердачного помещения и финансовых возможностей хозяина дома. Если вы можете потратиться, то пригласите специалистов для обдува стропильной системы и внутренней поверхности кровельного материала вспененным пенополиуретаном с последующей обшивкой листовым материалом. В этом случае чердак может стать дополнительным теплым помещением и использоваться для любых целей. Оптимальным ценовым вариантом будет укладка минераловатных базальтовых матов или пенополистирольных плит на поверхность перекрытия. При устройстве мансарды решение вопроса утепления крыши может совмещать два способа. Стены мансардного помещения следует сделать каркасными, поместив утеплитель внутри них, а остальную часть перекрытия за пределами комнаты просто покрыть теплоизоляционным материалом. Если мансарда уже есть, то ее стены придется обшить утеплителем снаружи, что не всегда удобно и доступно. Не рекомендуется применять для утепления гранулы керамзита, пожароопасный пенопласт, стеклошлака и эко-вату. Это недорогие и доступные материалы, но они недолговечные и станут малоэффективными уже через несколько лет. Намокшая вата быстро слеживается, спрессовывается и приходит в полную негодность. Лучше всего утеплять мансардную кровлю опилками. Даже намокнув, они очень быстро высыхают и отлично сохраняют свои теплоизоляционные свойства. Утепление крыш хозяйственных и бытовых построек. На большинстве частных участков помимо жилого дома присутствует гараж, баня, деревянный сруб под гостевой домик или мастерскую. Их крыши тоже можно утеплить, но при этом следует учитывать эксплуатационные и конструктивные особенности каждой постройки. Баня. Наличие котла или печи для прогрева парной относит баню к категории пожароопасных зданий, поэтому использование пенопласта для утепления крыши категорически запрещено. Кроме этого, парная и помывочное помещение с повышенной влажностью, и любая теплоизоляционная вата придет в негодность довольно быстро. Лучшей тепловой изоляцией для отдельно стоящей бани являются маты или рулонный материал из распущенных базальтовых волокон. Он не боится влаги, открытого пламени и прослужит 50 лет. Также можно утеплить крышу бани опилками. Гараж. Эксплуатационная особенность гаража заключается в отсутствии необходимости поддержания температуры выше плюс 5. Поэтому толщину слоя утеплителя можно уменьшить в 3 раза. В этом случае эффективным способом может стать использование дешевого керамзита. Если же гараж пристроен к дому и отапливается, то его крыша утепляется по той же технологии, что и все здание. Деревянный сруб. Главное требование к утеплению крыши любого сруба – использование негорючих материалов. Поэтому применение пенопластов, льняных волокон и эко-ваты недопустимо. Можно выбирать минеральную вату или негорючий, но дорогой пенополиуретан. Требования к тепловому сопротивлению материала определяются принятой температурой воздуха внутри помещений. Способы монтажа утеплителя. Представленные теплоизоляционные материалы отличаются друг от друга по своей структуре, механическим и физическим характеристикам. Соответственно, способы их монтажа также различны. Керамзит. Перед засыпкой керамзитовых гранул на поверхность перекрытия должны быть установлены лаги. Это обычная доска толщиной 40-50, установленная на ребро. Утеплитель засыпается между лагами и сверху закрывается прочным листовым материалом. По такой же технологии делается и утепление опилками. Пенопласт и пенополистирол. Эти материалы довольно прочны, но обладают недостаточной износостойкостью. Для того, чтобы избежать образования со временем щелей на стыках, утеплитель следует укладывать в 2 слоя.
Так, для тепловой изоляции в 60 мм нужно покупать пенопластовые плиты толщиной 30 мм, и при укладке материал второго слоя должен полностью перекрыть все стыки первого. По поверхности уложенного утеплителя необходимо выполнить цементную стяжку, армированную металлической сеткой. Напыление пенополиуретана. Работа выполняется с применением специального пневматического оборудования. Тепловая изоляция наносится на стропильную систему и внутреннюю поверхность кровли, образуя сплошное водонепроницаемое покрытие. После напыления такой утеплитель зашивают жестким листом, например, фанерой или ОСБ. Но обратите внимание, что тогда вы получаете кровлю как термос, отсюда возникнет конденсат. При использовании рулонного ППУ нужно просто оббить стропила и обрешетку утеплителем. Дополнительного покрытия не требуется, если только это не обусловлено эстетическими требованиями. Минеральные ваты. Минераловатные утеплители поставляются на рынок в виде матов и рулонных материалов. Как при укладке на чердачное перекрытие, так и при размещении внутри стропильной системы тепловая изоляция из минеральной ваты должна быть защищена гидроизоляцией и обшита снаружи листовым материалом. Так же, как и пенопласт, эти материалы следует укладывать в 2 слоя с перекрытием стыков. Но это все равно иногда не спасает от проникновения влаги. В этом случае минеральная вата теряет все свои теплоизоляционные свойства, так как уже никогда не высохнет. Теперь вы знаете, какими способами можно утеплить крышу. Лично я выбрал бы опилки. Экологично, дешево и надолго. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Коровин Сергей Дмитриевич. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.